Я не алкоголик, я пью только по праздникам. Праздники сколько дней в году? Какие последствия для людей вот в похожих ситуациях, которые оказываются в созависимости? Иногда созависимый родственник начинает сильнее болеть, какая-то онкология начинается, психические отклонения, депрессии. Как вот вообще подловить себя на том, что ты закрываешь глаза на все? Мы обманываем работодателя, раздаем долги, выкупаем из полиции, застирываем эту блевотину, обманываем всех вокруг, показываем, у нас все хорошо. Мы кому помогаем? Вот пусть он лучше дома покурит, я ему дам сигарету, я ему пивка налью. Ну да, если наркоман получит оружие, вам всем легче станет. Или сядет за руль в состоянии интоксикации. Вы себе спасибо скажете, что вы его покрывали? Как деградирует мозг зависимого человека? Немножко батарейки вытащили. Вот не хватает сил. Какая-то слабость, рассеянность внимания. Я такой всероссийский наркологический Дед Мороз. Пока человек жив, ему можно помочь. Считаете ли вы себя независимым человеком? Сколько слов уже сказано о зависимостях? Душновато, не так ли? Да, культура ЗОЖ и правильного питания активно продвигается, и многие даже стремятся следовать этим идеалам. Но реальность такова, что алкоголь, наркотики и табак – постоянные спутники нашей повседневности и культуры. Неважно, это ирония судьбы Рязанова, 8,5 Феллини или 15 сантиметров Ивлеевой, бытовое употребление преподносится как нечто обычное и потому нормальное. Но что скрывается за этой иллюзией? Оказывается, каждый второй вызов скорой помощи в мире связан с последствиями употребления спиртного или наркотических веществ. А вы знали, что даже один бокал вина может подавить работу мозга на 2 недели? А этанол, который многие считают безобидным, он не только нарушает работу сердца, но и вызывает повышенное тромбообразование, что может привести к трагическим последствиям. И это не просто страшилки или демагогия. Цифры говорят сами за себя. В 2021 году в России число смертей от передозировок наркотиками выросло на 37%. В 2022 количество зарегистрированных случаев алкоголизма в России возросло впервые за 10 лет. Вместе с этим, понятное дело, увеличилось и число смертей, связанных с алкоголем. Наша задача – честно рассказать о последствиях бытового употребления и помочь понять, что на самом деле происходит в вашей жизни и жизни близких, оказавшихся в созависимости. В этом выпуске мы поговорим по существу с самым известным наркологом России Василием Шуровым. Василий, смотрела множество ваших интервью и что для себя отметила? Каждый интервьюер, который с вами общался, несмотря на то, что пытался какие-то полезные советы о том, как избежать зависимости, заполучить и так далее, все равно абсолютно каждый пытался у вас, как у специалиста, выцегонить разрешение пивка в субботу тяпнуть, винишка хорошего, просека, все-таки тоже вечером в трудный период. Иногда бывает такой уровень напряжения, что алкоголь притупляет эти эмоции. Я могу уработаться до такого состояния, что прийти вечером домой, налить себе бокал вина, посидеть, посмотреть сериал и пойти спать. И мне как будто становится легче. Допустим, я люблю сладкое. Я люблю шоколадки, я могу по одной долечке в день есть. Если Это еда, пищевой продукт. Да. А алкоголь не нужен нам. А какая-то вообще существует безопасная, доза? Бокал в неделю? Если у человека нет предрасположенности, наверное, бокал в неделю – это нормально. А зачем он нужен, этот бокал в неделю? Вы мне можете объяснить? Вы не можете вкусно покушать, пообщаться, заняться сексом без этого бокала в неделю. Его функция какая? Для чего? То есть эти все оправдания, я на это смотрю, и я думаю, когда даже приходят те люди, которые, как вы говорите, играют в русскую рулетку, у них еще нет зависимости, или, по крайней мере, об этом еще никто не узнал, когда они даже пытаются договориться с вами, найти себе оправдание, то что говорить о реально людях с определенными стадиями алкоголизма? То есть я к чему клоню? У меня такое ощущение, что если нас что-то и убьет, то это наша голова, наши мозги, которые нас всячески пытаются, получается, уничтожить. На самом деле, когда желание выпросить эту свою просеку,
вечером или еще что-то столь велико, что человек готов позориться там в прямом эфире, отстаивать свое право. Но это говорит о том, что зависимость уже есть. Она пока психологическая, на уровне влечения. Как же обосновывают? Я так устаю, я не могу расслабиться. И алкоголь, который дополнительно отравит твой мозг, даст нагрузку на внутренние органы, утром, скорее всего, вызовет похмелье в той или иной степени, потому что никто бокальчиком не ограничивается. Неделя же была очень тяжелая. Уже там без минимум бутылки неделю не обнулить. И совершенно получается смешная картина. Человек в моменте принимает этот дуробол, отключает кору, иногда какие-то глупости совершает, состояние опьянения, а на утро получает постинтоксикационный синдром, еще дополнительно мучается различными телесными проявлениями. У кого-то голова, у кого-то давление, некоторым уже капельницу требуется ставить. То есть никакой логики нет, но продолжают утверждать, что это полезно, важно, без этого никак. К сожалению, это та проблема, которая, скажем так, никакой взаимосвязи с финансовым, социальным положением тут никогда не найдешь. Бухают все, наркоманят все. Так или иначе, но вот зависимостью, мне кажется, можно считать и трудоголизм. В конце концов, иначе вот не эта бы ужасная статистика самоубийств из Японии, как пример. Можно считать зависимостью, в том числе зависимость от еды и так далее. Вот вы для себя как это разделяете? Не соглашусь. От еды у нас это отдельная категория, она относится к расстройству пищевого поведения в той или иной степени. У кого-то компульсивное переедание. Есть люди просто с инсулинорезистентностью, со скачками вот этими, и с провалами глюкозы, когда они нарушают пищевой режим. Это не совсем зависимость. Иногда это симптом заболевания, иногда это симптом психического расстройства, который требует похода к психиатру. Но, в принципе, да, у нас есть такая стратегия заедать любой стресс. Сладенькое, жирненькое. И вы со мной согласитесь, что с детства можно ребенка не успокаивать, не утешать, сунуть ему конфету. Когда ломают пищевое поведение родители или бабушки, это такая классическая история, в начале еды, как взрослому, чтобы перерастянуть желудок, сломать все защитные механизмы, вырастить обжору, а потом на тебе еще конфету, если ты это съешь. Ну, И Россия, самая в принципе, магическая тяжелая. последняя ложка. Вот вся сила в ней. Попробуй оставить. Какая в этом логика, когда ты гору уже съел? Тебе тяжело, плохо, ты задыхаешься? Нет. Тебя значимые близкие будут держать до последней ложки. Но это немножечко пережиток прошлого, и советского, и 90-х, когда главное, что хотя бы сыт. Все-таки у нас есть такая некая память историческая, которая, видимо, впиталась уже на генетическом уровне. Но как вы для себя еще вот разграничиваете зависимости? Можно ли сказать, что существуют люди абсолютно независимые ни от чего? И второй вопрос логичный. Считаете ли вы себя независимым человеком? Ну, я люблю поесть, допустим. Да, по мне, в принципе, видно. Я не считаю это зависимостью, потому что я... Как говорит любой зависимый. Да, хожу в зал, я периодически придерживаюсь очень правильного питания, если мне там актуально что-то снизить. Ну, есть такая слабость, но это не зависимость. Что такое зависимость? Это определенный тип поведения, когда человек уходит от реальности путем изменения своего психического состояния. При этом мы отмечаем определенные симптомы. Это рост толерантности, когда надо дозировки повышать, мозг перестраивается, уже не действует. Поведение компульсивное, человек себя не контролирует. Он миллион раз сказал: я больше не буду, это был последний раз, я не хочу, это очень вредно. И тем не менее он это совершает. И что самое неприятное, он продолжает, несмотря на социальные последствия. Уже возникают там не только социальные проблемы со здоровьем, обратная связь от родственников. Ну и, конечно же, абстинентный синдром. Если долгое время, у всех зависимостей по-разному, некоторые люди могут и месяц держаться, но потом срыв, нарастает желание. Наркоманы и прочее называют это тяга. Ты не уже куришь 2 месяца, мысли. потом выкуриваешь пачку за раз.
Курильщики, вот абстинентный период, почему ломаются? Не выдерживают. Мозг настолько изменил свой нейрометаболизм, все раздражает. Едой заесть невозможно. Я не знаю, родственники говорят, да покури уже, ну ты кидаешься на всех. Тебя невозможно терпеть. Верно ведь? Это целый каскад. Поэтому при желании можно докопаться, натянуть сову на глобус, сказать, а ты любишь там поесть, но у тебя зависимость от еды. Или там сейчас у всех гаджетомания, думскроллинг, вот это все, тревожное ожидание каких-то плохих новостей, которые мы, возможно, пропустили. Лудомания, ставки везде, извините, по центральным каналам идет реклама, фон бета. Да. С утра до вечера вы там обезумели. Уже даже череда была, силовики стрелялись на рабочем месте, проиграв квартиры, все прочее. Вы эти гребаные ставки в прайм-тайм по центральным каналам, что все рекламодатели ушли, больше нечего рекламировать, хоть малейшее понимание есть, что вы делаете? Причем некоторое время назад считалось полнейшей, ну, такой вот очень неприятной историей, дном, когда ты рекламируешь любой ставку. Блогер, который пробовал... Я вижу ведущих актеров, которые там, и мы выйдем на улицу, на центральной Московской улице, мы увидим эту рекламу. Как вы думаете, насколько должно включаться государство, там, я не знаю, работодатели, которые в офисах свои порядки настраивают и так далее? Это вообще выгодно нам? Хочется верить, что здоровая нация выгодна. Мы должны включаться все. Каждый на своем уровне. Вот я как врач, я могу заниматься просвещением, снимать соответствующие ролики, учить тех же самых родителей, как заподозрить, что ваш ребенок лудоман до первого огромного кредита, который вы замучитесь отдавать. Соответственно, государство не должно поощрять вот эту всю деятельность, все эти конторы, рекламу. Это можно контролировать в интернете. У нас, когда какой-то вопрос актуальный, очень быстро находят рычаги, как контролировать в интернете. Но здесь чудесным образом, да, и мы знаем, кто там на паях в этих конторах, все эти прекрасные люди, которые нам рассказывают, как они заботятся о государстве и его народонаселении и все прочее. Поэтому, мы хотим проблему решить, мы все включаемся, и проблема будет решена 100%. Или мы создаем видимость, ай-яй-яй, это плохо, где-то в голове держим, это естественный отбор, мы тут не все можем контролировать, вот пусть будет вот так. У меня сразу приходит такая параллель, детский бассейн, и если там один не пописает, все равно вода окажется желтой. То есть мы говорим о какой-то идеальной картине мира, но это нереально. Вот тогда что получается? Это та часть нашей жизни, когда миллионы людей умирают от наркозависимости, от последствий, от алкогольной зависимости, нация деградирует. Вот что? Это неизбежный финал, неизбежный естественный отбор. Почему нереально-то? Что мешает реализовать? Я просто не представляю, где в историческом... где в истории был какой-то подобный пример. Вот я не думаю, что общество созрело, чтобы впервые стать абсолютно здоровым. Когда Китай столкнулся с этой опиумной эпидемией, спасибо английским друзьям, когда коммунисты пришли к власти, разговор с торговцами был очень короткий. Все зависимые, соответственно, очень жестко поехали в трудовые лагеря. Огромную опиумную зависимость, которая тормозила страну, они преодолели, когда было принято решение. Здесь, извините, то же самое. Первичная профилактика, работа с детьми, максимальное вовлечение, не показушные все эти действия, а именно серьезное тестирование в школах, все профилактические беседы, отслеживание по чатам, кто эти наркотики в школу заносит, с максимально быстрым и жестким решением по этим людям можно сделать. Вторичная профилактика, выявление всех зависимых, потому что мы знаем, что каждый зависимый втягивает минимум 5 человек, а иногда и больше. Они должны его зависимость финансировать. Поэтому чем быстрее мы отправляем на лечение, тем больше вероятность, что мы эту цепочку прервем. И третичная профилактика. Уже человек лечение прошел, но мы ему создаем условия, мы ему не стигмируем, не говорим, что ты наркоман, конченый, тебе доверять нельзя, ты дно. Мы его потихонечку социализируем, чтобы он на работу выходил, пользу приносил, а не возвращался к употреблению. Все это сделать можно. Для этого нужна воля.
Ну, я считаю вас одним из, на сегодняшний день, самых ярких популяризаторов здорового образа жизни. Почему? Потому что вы выбираете особую форму, которая позволяет достучаться. И с жестким словцом, и с какими-то неприятными подробностями, которые, к сожалению, ну да, это реальность, она такая. И когда к вам приходят, особенно на интервью, люди, я вижу иной раз, вот, может быть, я не права, мне кажется, что вам и самому неприятно все происходящее, потому что вы как будто бы вот иногда уводите глаза в сторону, там, когда особенно какая-нибудь девушка рассказывает про то, с какими трудностями она столкнулась там, в семье и так далее. Там очень ужасные истории, которые невозможно не сопереживать. Но я вижу, что вы как будто даже в какой-то момент через себя переступаете. У вас есть какие-то вот подтверждения на вашей профессиональной карьере, что действительно такая форма пропаганды здорового образа жизни, она реально работает? Вы это видите? Я беру историю. Как правило, человек либо обращается за помощью и обещает придать публичности результат, либо человек уже выздоровевший. Мне интересно, как он пришел к трезвости. И я просто показываю дно. Вот эти дисфункциональные семьи, несчастных этих детей, вредные компании, как оно происходит, я всю картинку разворачиваю. Конечно, я в определенный момент могу испытывать достаточно сильные эмоции. Человек может вообще приехать на интервью, я с ним вот 5 минут поговорил, и все, я даже не знаю, куда интервью выйдет, что он скажет, но я в голове держу, что есть вещи совершенно неприемлемые, которые дискредитируют его, если это выйдет в прямой эфир, которые могут привести к тому, что снесут канал. То есть вообще туда незачем лезть, эту тему развивать в дальнейшем. А так, в общем, это 1,5 часа беседы, где нужно показать, как формируется зависимость, насколько люди в самообмане, что они что-то преодолеют, что это за обстоятельства, которые привели к трезвости и привели ли. И вот я показываю всю эту картинку, что помочь можно всегда. У меня какой слоган? Пока человек жив, ему можно помочь. Отчаиваться не надо. Сейчас мы запускаем благотворительный фонд, потому что очень много людей без денег, отчаявшихся. Я не знаю, получится, не получится, но мои ресурсы уже в плане бесплатной помощи просто исчерпаны. Я такой всероссийский наркологический Дед Мороз. Письма приходят постоянно. Спасите, помогите, денег нет, ну вот очень хотим. А у вас нет такого? Неужели государство не может у меня вот эту функцию забрать в рамках ОМС, ДМС, за какие-то деньги, вот этим несчастным просто честно помочь? Это не требует огромных вложений, тем более, если люди уже замотивированы. Они дозрели. Ну, как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, но вот на таких людях все держится. Просто как вы сами видите, я понимаю прекрасно, что такое эмоционально ты все равно в это вовлекаешься, финансово, временной ресурс. Эмоционально вовлекаешься, все, забудь, ты не врач. То есть вам удается В треугольник держаться? Карпмана нельзя лезть. Тебя зависимый вывернет. Ты будешь или спасателем, или преследователем. Толку не будет. Эмоционально нельзя вовлекаться. Почему медики не лечат своих родственников? По причине субъективности и большой эмоциональной вовлеченности. Нельзя. Чем холоднее разум, тем лучший результат. Про это мы сейчас поговорим отдельно, про созависимость, как этого не допустить, как из этого выйти. Но все же, как вы считаете, ваша методика, все те усилия, которые вы предпринимаете, дают плоды? Вот есть какая-то история, может быть, одна из первых, когда вы для себя подумали, да, вот я помог человеку, оно того стоило? Вы можете под любым видео почитать комментарии просто людей, которые смотрели и даже обладая той информацией, они приняли правильные шаги уже в трезвости. Есть история Андрея, который приехал в употребление, просто покрасоваться, прошел полный курс, женился, у него ребеночек, работает у нас, 2 года трезвость. В этом категорический императив, профессионализм или что? Вот я просто хочу понять, что движет человека, который, по сути, всю свою жизнь посвящает проблеме, которую не может государство решить. Очень много всевозможных... Это сейчас вы мне очень сильно подлизнули. Всю свою жизнь я не посвящаю, это точно. Я настолько не вовлечен. У меня семья, я молодой отец, у меня 2 дочки, 8 и 3 года. Вот выходные, суббота, воскресенье я посвящаю им. Это вообще не обсуждается. Пусть небо упадет на землю.
Я посвящаю свое рабочее время. Я могу в какую-то историю включиться вне рабочего времени, организовать, по крайней мере, процесс. Но моя жизнь состоит из очень многих вещей. И я даже готов к тому, что, может быть, я где-то не так выступлю, мне запретят медициной заниматься, со мной ничего страшного не случится. Я точно знаю, что я, может быть, пострадаю какое-то время, но глобально это меня никак не перевернет. Это очень широкая тема. Хочется сказать, как выйти из этого треугольника Карпмана. Но, грубо говоря, какие методы кажутся вам самыми действенными? Потому что вам все равно проще, это не ваши близкие, но для Даже многих... если мои близкие были бы, кому поможет угодничество? Когда мы в созависимости, мы лишаем человека последствий. Мы, конечно же, такие хорошие. Мы обманываем работодателя, раздаем долги, выкупаем из полиции, там, застирываем эту блевотину, обманываем всех вокруг, показываем, у нас все хорошо. Мы кому помогаем? Сам зависимый в это время прогрессирует. У него нет последствий, он прикрыт щитом. Но есть чувство стыда. Стыда за другого. Стыда за другого – это его действие. Чем быстрее этот стыд на него упадет, как можно стыдиться за другого человека? Ну, взрослого, вот дееспособного. Стыд испанский получается. Но все равно это если на тебя нравится, отзеркаливает. ничего Это не же твоя отзеркаливает. часть семьи. Каждый отвечает за то, что он делает сам. Если человек, зная, что он зависим, он принимает решение на срыв, это целиком его ответственность. Созависимый должен в этот момент отстраниться и сказать: иди лечись, в этом мы тебе поможем. Все остальное, ни денег, ни крыши, ни больничных левых, ни капельниц не будет, потому что то, что тебе сейчас плохо, это результат только твоих действий. Тогда пример. Такой прям, мне кажется, очень классический. Во всяком случае, я часто о нем слышу среди разных людей с разным достатком. Член семьи, ну неважно, муж, жена, но чаще муж, иногда сваливается в запой. И все, казалось бы, он даже, давайте возьмем ту ситуацию, где он не буйный. Он вот на этом диване всю неделю зажигает в отдельной комнате, все делают вид, что его нет, гостей не приглашают. Потом, конечно же, тяжелые разговоры, слезы. А вот у нас дети. И он, может быть, даже стоит на коленях и умоляет, и говорит, что он все понял. И он готов бороться. Проходит 2-3 месяца. Ситуация повторяется вновь. При том, что вот есть эта неделя, когда жизнь всех близких похожа на ад, воюющий, совершенно неприятный. А есть все остальное время, где ты хороший семьянин, порядочный человек, законопослушный. И тут начинаются такие истории, что нет, он старается, у него не получилось. Нет, но он же это делает дома, он же, как говорится, нас не позорит на всю Ивановскую. Что делать? Пока дома, надо подождать. Будет и на улице. Позор неизбежен. Желание избежать маленького позора приведет к большому. Проблем никаких нет. Вот Поэтому... как вы видите диалог, если человек-то, он говорит, я согласен, я очень хочу, но... Я согласен. И какой договор? Первая же порция алкоголя, никаких недельных запоев больше не будет. Мы вызываем бригаду, ты едешь в клинику. Нам тут пьяное быдло на неделю, из-за которого мы должны все свои планы изменить, не нужно. Вот первая же порция, пошел вон. Нормальный разговор, справедливый. Ты же обещал, мы тебе помогаем. Ну, и никаких танцев с бубнами, никаких хороводов. Он же глава семейства, он нас там всех кормит. Еще чего-то. Вся эта мура приводит только к более тяжелым последствиям. Обманете сами себя. Не, ну это все заканчивается остановкой сердца. Пожалуйста, дилатационная кардиомиопатия. Привозят с циррозом. Уже живот лезет на нос. Желтый. Давайте лечите. А лечить можно только в определенные моменты. Есть такая изношенность организма, когда помещение в клинику ничего не дает. Просто дает то, что он умрет в клинике, а не дома. Но у нас же дебильные родственники считают, если они довезли до больницы живого, все. Как можно даже в порядке каких-то схемы действий, как действовать? Вот, например, мы договорились, случился прецедент, и дальше что? Просто я, например, не знаю, многие не знают. То есть ты вызовешь бригаду, покрутят пальцем у виска, его же против его воли не будут увозить. Если он еще там не совсем тогда пьян, против не его валяется. воли
Вы его не кормите, не поете, не создаете ему лечебно-охранительный режим, вот отказываются от гостей. Нет, приводим гостей, посмотрите на свинью, хватит выгораживать. Все живут своей обычной жизнью, никто свою жизнь под слабое звено не меняет, не занимается спасательством. Хочешь устроить трэш, ты его получишь со всех сторон. С бульончиками никто не будет стоять и с холодной тряпочкой на лоб. И с такими глазками с котика из Шрека, сострадательными. Это не надо, это не приведет к результату, это усугубит. Какие последствия для людей вот в похожих ситуациях или в этой, которые оказываются в созависимости, но на протяжении долгих лет, потому что я знаю такие пары, они прям существуют, прям это полноценные семьи, которые порой золотую свадьбу встречают, если все до нее доживают. Порой золотую свадьбу. Вы опять какие-то идеалистические картинки. Все разваливается гораздо быстрее. Иногда созависимый родственник начинает сильнее болеть, какая-то онкология начинается, психические отклонения, депрессии и прочее уходит еще раньше зависимого, а он еще какое-то время зажигает. Это уже история не про семью. История про дисфункциональную семью, где есть слабое звено, и жизнь семьи строится вокруг этого слабого звена и его увлечений. Как бы обмануть окружающих, самих себя, договориться с ним. А с чего с ним договариваться, если он проблемы не видит? У него все хорошо, вы же молодцы. А многие зависимые люди в таких ситуациях, это неважно, наркомания там или еще что-то, они прям признают, что да, это новая позиция, я болен, и вот это со мной происходит. Я так не хочу, чтобы со мной это происходило, но вот я не знаю, что такое вот творится. Фух, и я уже, получается, весь облеванный лежу, и Вот для всем них создаю дискомфорт. Вот как в такой ситуации? Ведь это тоже вот такая психологическая позиция, мне кажется, достаточно абьюзивная, когда человек говорит, я же фактически инвалид. Как вы со мной? Вы должны меня поддерживать. Да, это абьюз из позиции жертвы. Я такой бедный несчастный, я умру. Я вам буду устраивать трэш, но если вы мне не поможете, я умру. Просто разводилово жесточайшей категории. Поэтому, да, окей, ты болен. Есть способ лечения. Первый шаг – признать свое бессилие перед болезнью, преодолеть вот эту анозогнозию. Не справляешься – едем к доктору, индивидуальный план лечения. Не справляешься в амбулаторных условиях – едешь в условия исключающего употребления, которые называются репцентр. Вы верите в то, что они помогают? Не то, Потому что их верю. огромное количество. Есть религиозные, есть, в принципе, когда единомышленники, люди, которые продолжают перебороть свою зависимость, объединяются и так далее. Вот я знаю замечательно, по крайней мере, вот такой просвещенческой деятельностью занимается Никита Лушников, по-моему, да? Конечно, знаете его? да. То есть тоже парень, который прошел огонь, воду, медные трубы, и он со своей Теперь позиции все помогает это людям. разбирает. То есть тут же тоже можно очень хорошо влететь и... Но вы сейчас мыслите созависимым. Давайте не будем менять ничего. Там врачи сделают хуже. Конечно, он сам себе сделает лучше, а специалисты сделают ему хуже. В этом нет никакой логики. Влететь, вы смотрите договор, смотрите центр, по каким программам работает, общаетесь с выздоравливающими. Есть точки, которые можно проверить. Вот, кстати, на примере кейса Дмитрия Марьяна, который был одно время очень И популярен. что с Дмитрием Марьяновым случилось? Его заморили в центре? Но он уже в конечном счете скончался, Правда. получается, отвезли живого. Да? А то, что он несколько лет кава-фильтр не менял, там все затромбировалось намертво, бедренная артерия подкравливала, и он умер от хронического кровотечения. Он умер бы и в больнице, и дома бы, и везде. И исход был бы один. Потому что там уже была такая тяжелая стадия. Он столько всего накуролесил, его толком никто брать даже не хотел. Нормально. У меня есть интервью с Ксенией, сколько она намучилась, сколько у него сейчас хейтеров, да, хитрая девушка с Украины, которая тут влезла в голову. А сколько она хлебала, никто не видит. Всегда жалко того, кто умер. Вот он был прав. А вы все негодяи должны были терпеть. Там центр наказали мало, надо всех наказать, закрыть. А как помогать зависимым? Понимаете, вот эти критики, они всегда найдут пример какой-то единичный. Тысячам помогло, один какой-то случай пошел не так, и то, если разобрать, понятно, как оно случилось, просто фатальное стечение обстоятельств. Ну нет, мы будем вот это педалировать и говорить, везде убивают. Какой мотив у врачей убивать? Вы обратились за помощью. Мы проблему решаем.
не бесплатно, мы помогаем. Зачем нам делать хуже? Зачем нам вредить? Чтобы завтра Следственный комитет, прокуратура и прочие прекрасные надзорные организации, я с грустным лицом бы рассказывал о преступном сообществе. Мне это зачем? Логика есть в моих словах? Абсолютно. А как вы для себя, с профессиональной точки зрения, разделяете, какие реп-центры более эффективны? Вот я уже озвучивала примеры. Какие-то религиозные, какие-то вот из сообщества бывших там наркоманов, алкоголиков или исключительно медицинские. Вот здесь есть какая-то разница? Ну, если, допустим, человек верующий, он действительно вот воцерковленный, что называется, боится Господа, наверное, для него это будет дополнительный фактор. А если человек ни в черта, ни в Бога, на своей волне, там, ему надо репутацию поправить, ладно, схожу на месяц, там, все обесценю, и на маске вернусь и вам всем дам, где будет результат? Надо всегда оценивать, смотреть. Часто же религиозные, они еще и бесплатные, люди туда идут от отчаяния. У нас неупиваемые чаши, много монастырей, которые помогают, и люди идут от отчаяния. Ну, я вижу в этом еще некоторое перекладывание ответственности, может, я не права, что я вверяю свою жизнь там, Богу, у каждой конфессии свой. И вот это его зона ответственности. Он мне поможет, хорошо, Нет, не он поможет. клянется перед Господом, берет на себя определенную аскезу, что он что-то не будет делать, и очень не хочет его расстроить, потому что, в отличие от людей, Господь видит все, ты его не обманешь. Иногда это очень хороший фактор, помогающий. Ну, то есть здесь все строго индивидуально, и, грубо говоря, даже если близким дать какой-то совет, то нужно посмотреть, что реально пугает этого человека. Смотрите, что за центр. Смотрите, что за центр, какие результаты, отзывы, проверяйте. У меня постоянно психиатр в центре, медицинская лицензия, все документы, мы все проверки. Я максимально открыт. Надо, там уже несколько съемочных групп ездили, там общайтесь, выздоравливайте. Я ни от кого не прячусь. Ничего. Вот это да. Если непонятно, куда забирают, и там связь раз в год и прочее, конечно, вы, ну, скажем так, в какие-то, может быть, даже опасные условия поместили своего зависимого родственника. Тут исключать ничего нельзя, очень много шарлатанов. Сейчас эта область плохо лицензируется, вернее, ну, если ты не настаиваешь на медицинской лицензии, ты можешь любую избушку обозвать реабилитационным центром и заниматься там, чем тебе душе угодно. Я знаю, кстати, очень хорошие примеры, когда люди, помещенные в реп-центры, действительно надолго прощались с своей зависимостью, к сожалению, не навсегда, потому что бывают случаи, когда эта вся история возвращается, притом через годы. И я, во всяком случае, видела примеры, когда человек это объясняет так, что вот у меня в жизни я столкнулся там с теми трудностями, поэтому позволил себе. Наверняка есть и другие оправдания, на которые идут эти люди. И вот здесь как близким вообще расценить эту ситуацию? Мы не ставим на человеке крест, то это значит, это как лечение, я не знаю, у рака бывают ремиссии, и это, соответственно, новый этап или что? У рака, извините, 5-летняя выживаемость тебя с учета снимают. Когда мы говорим о зависимости, контроль употребления не вернется никогда. Действительно, человек может через 20 лет начать. Другое дело, что за 20 лет трезвости он такие инструменты приобретет. Даже если он сорвется, он максимально быстро возьмет себя в руки, отработает срыв и живет дальше. Ничего страшного, каждый может оступиться. Мы не ставим ни на ком крест. Просто после реп-центра кто-то ходит на группы, кто-то индивидуально занимается с психотерапевтом, кто-то идет в волонтерскую работу. Люди все равно вовлечены в выздоровление. Это перманентный процесс, по нарастающей. Ты не можешь, ты был злокозненный, лживый наркоман, достаточно подлый, который чуть не помер. И через полгода ты выходишь из центра добропорядочным гражданином, который прекрасно себя контролирует. Так не работает. У него миллионы способов получения дофамина с серотонином. Он такой мистер совершенства. Нет, ты потихонечку из этой ямы вылезаешь. Там ты видишь все свои дефекты характера. Люди тебе постоянно дают обратную связь. Ты исправляешься, знаешь свои слабые места. Как преодолевать влечение. Получаешь все инструменты, навыки, наставника, группы.
У человека, который настроен на результат, мы его на рельсы ставим, знаете, они меняются. Вот я Андрея привел, я с ним вначале разговаривал, но мне безумно скучно. Я вижу просто лукавого, лживого наркомана, который приехал покрасоваться, что-то с нас тут стрясти, и вдруг он становится такой цельный, у него столько планов на жизнь. Выясняется, что это безумно интересный человек. Вот эти изменения, но они многолетние, постепенные, не по щелчку. Как некоторые родственники думают, поговорите с ним, чтобы не пил. Я их спрашиваю, вы 20 лет разговариваете, чтобы не пил, самые близкие люди, у вас результат 0. Вы считаете, что я каким-то таким особым языком владею, могу ему погрозить или поугодничать, как вы, и он выйдет, скажет, да, я вел себя как дурак, больше пить не буду. Ну, смешно же. Вот, например, ситуация. Мама, у которой зависимый сын, в какой-то момент вот ей как будто отшибает память, и она не замечает всего того плохого, что он делает. Она прекрасно знает о его зависимости, она ее признает. Ну, допустим, у этого сына есть супруга или еще что-то. Но как-то вот все время для нее он лучший, еще что-то. Это история про гиперопеку, видимо, в детском периоде. Но вот как быть, когда... И как вообще подловить себя на том, что ты закрываешь глаза на все, и твоя память словно тебе помогает, она все негативные ситуации отрезает куда-то, выкидывает. Ну, действительно, вот зависимость, созависимость – это область мифов. Мамочка свое чадо оправдает. Мы видим даже каких-то серийных убийц, и когда мамочка там плачет, я тебя люблю, я тебя дождусь. Вот сердце матери – это такая структура, которая временами очень сильно вредит. Разговор требуется жесткий, с объяснением, что все твое угодничество, ложь, покрывательство привело к той ситуации, которая сейчас. Будешь продолжать, сына потеряешь. Ну, без вариантов. Ну, все видят динамику. Прям садимся и честно разговариваем. Выбирай. Или он в репцентр, ты в группы созависимых, вы оба меняетесь и получаете шанс. Или продолжай вот эту бег по треугольнику Карпмана, считать, что жизнь несправедлива, вы такие бедные и несчастные, но результат уже предсказуем. Многие выбирают второе. Я никогда не настаиваю, я говорю, я здесь. Моя дверь всегда открыта. Вы в любой момент можете дозреть. Просто чем позже вы придете, тем больше будет усилий, чтобы помочь. Экология – это не та сфера, где мы силой можем человека излечить. У нас вся медицинская помощь добровольная. Даже онкологический пациент может отказаться и уехать умирать. Ему никто силой химиотерапию проводить не будет. Сейчас, наоборот, люди бьются, чтобы какое-то место в очереди занять, пожить лишний раз. Медицина так устроена, что все. Ты принимаешь решение, идешь умирать. Ну, бывает ситуация, когда у тебя уже, не знаю, какая-нибудь операция или еще что-то, срочная помощь, и тут как бы... Срочная бывает. И то отсрочное, я тоже знаю, бывает, отказываются те же иеговисты, которым кровь нельзя переливать, умирают и все прочее. Там огромные скандалы случаются, и люди не дают себе помочь. Как человеку вовремя остановиться в своей созависимости? То есть на какие условные там 3-5 вопросов надо себе ответить и понять, что вот ситуация из-под контроля выходит? Вовремя остановиться – это, конечно, хорошо. Если мы говорим о созависимости, ты уже попал. Для меня критерий нет результата. Вот вы ходите по кругу. Как ты привела пример, договариваются, стоит на коленях, плачут. Ты только отвернулся, делает то же самое. Я всегда спрашиваю, сколько нужно времени или попыток, чтобы вы уже это бессильное признали, и у нас состоялся серьезный разговор как двух взрослых людей. Не меня в этот треугольник тянуть, что я должен там лекцию прочитать, попугать, бабайкой поработать, еще что-то сделать, а просто как два взрослых человека, чтобы мы сели и договорились. Часто единственный шанс для зависимого – это договориться с его созависимым родственником, который свою созависимость отключит и даст зависимого полечить. Поэтому вот и все. Просто спросите себя, сколько времени потрачено и сколько вы уже готовы без результата, вот как муха об стекло, биться вот этой своей головой.
несмотря на шишки, на все последствия, уже сами начали болеть, денежные потери, беды других родственников, которых вы игнорируете, пока спасаете самое слабое звено. Просто подумайте, сколько жизней прошло мимо вас. Кстати, еще вот одно ответвление. Считается же как, что если человек... Ну, это расхожее мнение. Я с этим не согласна, что если человек ничего плохого не делает в состоянии того или иного опьянения, то, ну, что поделать? Ну, не так все вроде бы критично. Вроде бы хуже, да. Вроде бы хуже, когда там кто-то рядом с фингалом в итоге проснулся, еще что-то. Некрасивая ситуация. Вот это уже похоже на проблему. От чего вообще это зависит? Кто как себя ведет в состоянии опьянения? И говорит ли это о том, что есть какая-то большая предрасположенность? Ну, например, человек обязательно идет там всем, выяснять со всеми отношения с кулаками. Это значит, что он больше предрасположен? Или какой-нибудь тихушник, но который вот заперся и тихонечко, никому вообще не мешает, лишние сантиметры не занимает? Это мягче ситуация. Вообще есть такая градация? Когда мы говорим о действии алкоголя, это депрессант. Он угнетает мозговые структуры. Первой страдает кора. Почему люди так любят? Кора – это контроль, прогнозирование последствий, отвечает за адекватное поведение. Но так хочется побыть обезьяной. Поэтому кору мы вырубаем. Дальше включается подкорка. У кого что? Вот он подавленный, несчастный, жену он может погонять только в пьяном виде. Или каких-то приключений. Можно же списать все на это состояние. Себе найти, да. Это же не я, это алкоголь действовал. У нас еще многие жители считают, что если пьяный, то товарищ судья скажет, ну, пьяный, давайте отпустим. Они не понимают, что это отягчающее. Товарищ судья даст по верхней планке и скажет, ты молодец, что ты рассказал все, как оно было, свалил все на алкоголь, но алкоголь я в тюрьму посадить не могу, поэтому посидишь ты. И вот у кого что подавлено, скрыто. Я молчу про патологическое опьянение. У нас есть такие типы транзиторных психозов по типу эпилептических злобных припадков, когда человек просто хватает ножик, и там кто не спрятался, я не виноват. Это внезапно просто наступает. Да, просто накрывает. Это называется патологическое опьянение. У некоторых бывает там не выспался, травмы головы, еще какие-то моменты. Это так взаимодействует с мозгом, что мы на самом деле предсказать не можем, что он будет тихий. Может быть, будет тихий, а какой-то триггерный человек появится, по поводу которого скрытая злоба. Если раньше человек сдерживался, боялся, что он физически сильней, или как-то считал нужным себя контролировать, то тут вдруг в поле зрения попалась мишень, алкоголь вот эту критику снял, прогнозирование последствий снял, включилась эта социальная слепота, все прочее, и вперед за приключениями. Сколько там наспор, куда-то залез, прыгнул, перебежал перед Сапсаном, еще количество глупых смертей, количество суицидов, когда тебе не хватало смелости. Ну, ты добавил То есть это люди, которые алкашечку. гиперконтролируют себя в трезвой жизни. Мы все себя гиперконтролируем. Нас воспитывают с детского садика, социализируют. Нам много чего каждому хочется, но кора все-таки сдерживает, ставит приоритеты, мы прогнозируем последствия своих поведений. Правильно? Даже преступник, когда хочет какое-то преступление совершить, он все-таки прогнозирует, с какой вероятностью его поймают, какие будут последствия, все прочее. А вот пьяный человек, любая идея приветствуется, любая дурь заходит. То, что ты по-трезвому даже подумать об этом боялся, потом на тебе видео с корпоратива, посмотри, какая ты свинья. На чаше весов для вас, как для нарколога, это серьезнее или все-таки для вас равны и тихушники, и вот эти вот активисты? Ну, у активистов, может быть, раньше последствия начинаются, потому что окружающие просто не вывозят вот этих драк, каких-то безумных убеганий, там, денежных трат, или там женщина напивается, начинает сексуальные приключения искать, мужья часто привозят. Уже непонятно, семью сохранить или женщину сохранить. Поэтому там последствия быстрее. Тихушники, да, вот эта логика, никому не мешает, ушел, выспался. Но толерантность растет, заболевание прогрессирует. Тихо остановится сердце. Или тихо станет инвалидом. Вам от этого легче? Получается, что человеку в этом состоянии
изначально комфортно. И есть многие люди, которые вот если бы не было, я о чем думала, если бы не было какого-то общественного порицания, то многие бы не задумывались о том, что это проблема. Но вот вроде как ты просыпаешься на утро, голова болит, ну ладно, это вот физик, это твое тело, твоя индивидуальная история. Ну, что Но значит, если там ну, в чате ладно? тебе пишут, ой, там ты дал и так далее. Вот если бы этого не было, такое впечатление, что алкоголизма было бы еще больше. Ну, понимаете, это история про дедушку. Про бабушку, при каких условиях она была бы дедушкой. У нас это интоксикант, я называю дурабол, который разрушает мозг, все внутренние органы и системы с разной скоростью. Человек, как правило, сыпется по принципу локус минорис резистенс, место наименьшего сопротивления. У кого-то печень больная, у кого-то поджелудочная, у кого-то действительно мозг слабое место, да, не бейте меня по голове, это мое слабое место. Вот оттуда начинаются проблемы. Плюс рост толерантности, потеря репутации, социальная дезадаптация, разрушение семьи, какой-нибудь алкогольный фетальный синдром, изначально больные дети рождаются. И одно за другое, за третье, рост преступности. Посмотрите статистику, все тяжкие, это под 50% в состоянии измененного сознания, потому что, ну, очень мощные тормоза стоят. Убить человека, ну, если ты корову отпустил, почему бы и нет? У нас бытовуха превалирует над всеми остальными видами убийств. И как по синьке. Поэтому, ну, извините, как это можно игнорировать? Мы обсудили те ситуации, когда проблема, что называется, налицо. Но вот я тут недавно задумалась, очередной день рождения у коллеги, мы обсуждаем, что будем дарить, приходим к тому, что надо дарить алкоголь, и я говорю... Самое дорогое. И я Судя говорю, по обязательно всему, у коллеги дорогой. проблемы. Нет, там все в порядке. Просто респект выразить. Ну, просто это считается, Бутылка что за вот 30 тысяч. это считается Это же круто. уважение выразили, И дальше я вот некуда. здесь задумалась о таком моменте. То есть, получается, мы тратим много денег, что скрывать, это не дешево, это не боярышник. Мы тратим много денег. Пейте По сути, там боярышник. тот же самый этиловый спирт в составе, он везде. И получается, что мы еще желаем здоровья человеку, а на И самом травим деле, его. да, мы его травим. Когда я это озвучила, мне сказали, что я сошла с ума. Вот скажите, когда, в конце концов, каждый вот из нас, таких вот людей, которые, как вы говорите, играют в русскую рулетку, периодически выпивают на выходных или на праздниках и так далее, и вроде бы даже держатся в норме, вот когда такой категории людей понять, что проблема может быть и у них? Ну, проблема уже у них. Понимаете, вы выражаете здравую мысль, что это интоксикант, независимо от стоимости бутылки, что у человека будет расплата, уничтожение определенного количества клеток мозга, перерождение части печени даже при однократном употреблении этой бутылки. Вы ему что дарите? Отсроченные проблемы со здоровьем. Вы ему добра желаете в этот момент? Вы ему респект выражаете? Ну, если он умный, он ее дальше передарит. Если глупо, выпьет и продвинется на пути к зависимости. Ну, здесь история, конечно, про то, что мы дарим хороший алкоголь, а вот лучше мы будем пить это, чем что попало. Ну, что мы? Так, Ну, подарите вы не хороший верите. кокаин, колумбийский, чистый. Не будет отходников. Подарите афганский героин, прям свежайший, вот с макой его только сняли. Еще что-нибудь подарите. Это вот приключения из той же серии. Дорогой вейп, навороченный, супер увлажнителем. Подарите. Ой, мне это очень нравится тема. Давайте дальше по мифам пройдемся. Что я слышала в ответ? Ну а как же средиземноморская диета? Лера, Там хоть посмотри. алкашка туда. Бокал вина у них постоянно. И посмотри, итальянцы, испанцы, они живут дольше остальных. Посмотри, какие они все счастливые, всегда улыбаются, всегда немножечко. Но доза такая, что комфортно в течение дня. Что вы скажете? Смотрим статистику. Ничего, они живут не дольше. По Европе очень сильно развит алкоголизм со всеми последствиями. Да, все видят картинку, это в кафе, бокальчики вина, никто не видит дно. У нас сейчас также в центре Москвы беседки, бокальчики вина. Только статистика. 1 миллион на учете, огромное количество осложнений, 20% смертей ассоциированы с употреблением алкоголя. А так это как витрина ада. Витрина красивая, welcome, заходите. Все это мура.
такие же проблемы, такой же алкоголизм, суициды, депрессии, страны с развитой экономикой, там Швеция, северные, вообще по алкоголизму, по всему даже страшно говорить, мы там рядом не валялись. Я не алкоголик, я пью только по праздникам. Да. Что это? Это здоровая ситуация? Это возможно? Или это тоже явный звоночек? Ну, я всегда уточняю, праздники сколько дней в году? Потому что иногда только День по бронзового праздникам, стакана. или как все, это через день, или каждый день. И если это только Новый год, бокал шампанского, ну, наверное, это какой-то ритуал. Если уже праздник не представляется без дурабола, без состояния дебила, ну, наверное, стоит задуматься, что это за такие праздники, что ты не можешь отпраздновать, не ударив себя по башке алкогольной дубиной. Честно скажу, вот я нахожусь в том периоде, когда я пытаюсь полностью отказаться от алкоголя, потому что пытаюсь, потому что все равно происходят какие-то события, социализации. Кто эти люди? Один держит вам руки, а второй вливает в рот. Я хочу знать, кто не дает вам бросить пить. Меня просто смущает, что, я не знаю, мне кажется, я только посмотрю на пробку от вина, у меня уже будет ужасно болеть голова. И так как сложилось, но я продолжаю пить. Слушайте, ну я это делаю уже раз в несколько месяцев, я на пути выздоровления. И вот мне интересно, если до этого меня никогда не прокапывали, вроде бы нигде особенно не валялась, да. ну вроде быстро отличные вставала, аргументы. то вот надо сейчас, продолжать. В этом этапе, когда я для себя приняла решение, что я вообще его не хочу, просто потому, что у меня болит голова, у меня работа связана с интеллектуальной деятельностью, мозги – это мои деньги. Мне просто вообще не сходятся эти две истории. Хочу совсем отказаться. Вот это значит, мне надо к наркологу? Или это ситуация, когда можно еще самостоятельно вырвать? Возможно, к психотерапевту. Понять, какие проблемы вы решаете через алкоголь. То есть решение проблемы? Кто эти авторитетные люди, которым вы не можете отказать, с которыми вы обязательно должны выпить? Потому что часто еще в компании есть прекрасный человек, он уже алкоголик, он должен всех напоить. Он до всех докапывается, он будет прям как банный лист, приставать, не отставать, пока человек не выпьет. Вот важно понимать, что стоит за этими единичными срывами. Сами говорите, голова болит, даже если посмотрю на пробку, то есть платить приходится за все. Мозг – это мой рабочий инструмент, мне не надо его травить, это никак не помогает ни в каких сферах жизни, но, тем не менее, временами, при определенных обстоятельствах, я это глупое, деструктивное поведение повторяю. Да. Что за этим стоит? Может быть, баночку, может быть, полбаночки, может быть, безалкогольного я люблю вкус гнилой скирды, без него не могу. Вот эти все мифы, они, конечно, смешные, но с ними уже, может быть, и работать у психотерапевта. Почему вот не могу? Не могу, надо менять, но не хочу. Тогда сразу становятся многие вещи понятны. А уж почему не хочу, надо разбирать. Наверное, для многих это история про то, что быть заодно. Вот есть праздник, да. И ты тоже его часть. Какие-то и особенно комплексы, в компаниях бывает да. осуждение, что как это ты не Боязнь пьешь? осуждения, да. Как мамочка говорила, все в окно прыгнут, и ты прыгнешь, потому что за компанию много, сколько дури можно сделать. Будут осуждать. Кто будет осуждать? Друзья ли это или враги, которые хотят втянуть? И прочие прекрасные люди, непонятно с какой целью вас желающие напоить. Надо разбираться. То есть не существует той дозы и периодичности, которая бы объяснила, по которому надо пить. Не существует. И праздник наступит, и погоревать можно, не ударяя себе по дубине. И алкоголь не является лекарственным средством от миллиона заболеваний. Это всего лишь антисептик. Ничего он не лечит. Но каждый найдет свое обоснование для срыва. Как деградирует мозг зависимого человека, зависимого от алкоголя, от наркотиков? Есть ли разница? И в контексте вот предыдущей нашей части беседы про то, что какой тогда у вас праздник, если вы только по праздникам, то как понять, что с тобой это уже происходит? Первые звоночки. Если мы говорим именно о деятельности мозга, первые звоночки – это так называемый астенический синдром. Немножко батарейки вытащили, вот не хватает сил. Какая-то слабость, рассеянность внимания. Мы можем по профессиональной деятельности отметить, что раньше человек мог долго держать внимание, а сейчас ему тяжело выдерживать рабочий день. Параллельно идет определенная моральная деградация. Надо же себя выгораживать, какие-то пропуски по работе.
еще чего-то, где-то схалтурить, где-то формально отнестись, то есть вовлеченность в работу тоже падает. Потихонечку дальше уже присоединяется аффективный синдром, человек не контролирует эмоции, если ему сказать, что ты алкоголик, там от тебя пахнет, еще что-то, он может прям вспылить. Люди удивляются, раньше такой милаха был, нормально можно было общаться, а сейчас прям раздражительный, скрытный, проседает внимание еще сильней. Уже прям человек, как мне говорит, вот дочитал страницу до конца, не помню, с чего начиналось. Соответственно, работоспособность падает еще больше, часто уже меняют работу или как-то отказываются от карьерного роста, потому что приоритеты начинают сдвигаться в сторону алкоголизации. Семья мешает, можно и от семьи отказаться. Ну и в исходе такое слабоумие, которое может протекать по двум типам. Злобное слабоумие, такой злобное, раздражительный, или благодушное, такой веселый человек, стреляющий на чекушку и сутки уже валяющийся в коматозе, потому что на третьей стадии резкое падение толерантности. Если раньше, там, особенно на второй, у алкоголиков соревнования, кто больше выпьет, они же крутые, Еще они этим гордятся, надо. Что вот этот под столом лежит, у меня еще ведро влезет. То на третий, когда уже печень развалилась, все становятся одинаково примитивные, и достаточно небольших доз для алкоголя, чтобы очень долго пребывать в этом состоянии интоксикации. Мне всегда было интересно, у меня в окружении есть люди, которые не курят, уже не пьют. Я стараюсь сейчас быть поближе. И, соответственно, меня все время вызывает вопросы их истории. Про то, как в один какой-то удивительный момент он взял и навсегда бросил. Он прочитал одну книгу Алина Карра, совершенно какую-то беспонтовую, если честно. И вот, типа, она на него повлияла. Попало в его какие-то убеждения. Ален Карр тоже работает с убеждениями, некоторые вещи неплохо показывает. Поэтому, то есть такое возможно? Скорее всего, человек внутренне дозрел под действием каких-то причин. Не обязательно были внешние там проблемы со здоровьем, еще что-то, да. У многих такие инсайты случаются. У нас есть кризис 40 лет, когда многие вообще жизнь пересматривают, меняют сферу деятельности, из семьи уходят, еще что-то делают. Поэтому исключать ничего нельзя. Пока нет третьей стадии алкогольной энцефалопатии, не критичной, может такая история наступить, но не надо рассчитывать, что она сама по себе наступит. Иногда зависимому надо создать условия, чтобы у него уже последствия эти начались, поприлетало нормально, или поставить вообще в условия, что вот все, ну как бы я не буду с тобой жить, я выходил замуж за нормального человека, зачем мне обоссанный алкоголик? Там еще алкогольный бред ревности включается, заканчиваются деньги. Вот это, если эта женщина склонная к созависимости, не сбежала, она попадает в такие огромные проблемы, она просто потратит на это всю жизнь. Мы говорили во всех этих ситуациях вроде как о мужской зависимости, но я считаю, очень важно поговорить и о женской. Видите ли вы, как специалист различия, кому тяжелее с этим справляться, как, соответственно, близким тоже обратить на это внимание, потому что и многие мужчины страдают, потому что вот женщина его любит праздник, и этот праздник не заканчивается. Да. А потом она обязательно его винит во всех страшных грехах. Конечно, это очень хороший инструмент. Я напилась, потому что ты там меня недолюбил, не так посмотрел, не проконтролировал, там, приревновал, еще что-то. Это нормально. Но мужчина сам же дает повод вот этим инструментом пользоваться. Поэтому самое простое на любые претензии говорить, зачем ты сейчас во мне хочешь вызвать чувство вины? Чтобы прикрыть свой косяк? Ну, по факту это сделала ты. Ты это хотела. Ты создала условия. Как это связано со мной, который категорически против? Нормальный же разговор. Честный. Хочешь, чтобы я тебе помог? Поехали лечиться. Поэтому женский алкоголизм у нас стигмирован. Женщины дольше прячут свои зависимости, дольше сохраняют эту маску, лицо маскируют. Ну, вообще, у нас ничего не поощряется. Да? Мужчина ловелас. Ого-го. Женщина, сами знаете, как называется. Вот здесь приблизительно такая же история. Поэтому долго, много партизанских скрытых действий. Потом, конечно, на определенной стадии Настя Волочкова, пусть она на меня не сердится. И то посмотрите, все таскают, все подпаивают, снимают этот трэш-контент, откровенно глумятся над ней. Вот
Зачем это делается? С болью смотрю каждый раз все ее выходки, а уже критики нет, она же королева. Я вообще хочу огромный дизлайк, выражаясь языком молодежным, выразить коллегам, потому что, когда вы приглашаете Настю Волочкову, извините меня, ставить сразу минимум 2 бутылки шампанского, Да. потому что Настя приедет, и все это прекрасно понимают, что с ней Просто будет, ее и спаивают в они прямом продолжают эфире, это добивают. делать. И потом, и по сути, они, во-первых, для нее бутылка шампанского – это способ начать разговор. Дальше эта тема широко обсуждается. Вот посмотрите, как она себя так, не так повела. А Настя Волочкова, в свою очередь, как бы вот этим делом зарабатывает. То есть это получается какой-то порочный круг. И это очень страшная история, которая, не дай бог, закончится, как у Марины Хлебниковой. Когда вначале все в гримерках сидели вот так вот, ну, смотрели, всем было неловко, Марина ведет себя странно, а потом у нее случился пожар, выяснилось, что она в таком состоянии уснула. И получила огромное количество ожогов. Вот про это тоже. То есть, получается, ну, я даже не знаю, какой здесь может быть выход. Здесь просто всем весело, Все шоу точно должно так продолжаться. же с Настей, да, я не знаю, я тоже и обращался, и готов был ее на лечение взять, и найдите какие-то авторитетные фигуры, к кому она прислушивается, но, походу, уже таких не осталось просто. Она вот ведет свой праздник каким-то тяжелым осложнением. Может быть, это будет Хлебникова, может быть, у нее упьется до смерти или какой-то несчастный случай. Но я не вижу тут хорошего исхода. Меня это очень расстраивает. Как с Губиным, да, мы видим прогрессирующую шизофрению. Вот Там, НТВ да. его таскает, что-то он там рассказывает, какие-то оценки дает. Вместо Но это того, же все чтобы последствия его употребления. полечить. Это последствия У кого? употребления у Губина. Нет, шизофрения тут уже эндогенная. Тут уже не последствия употребления. Я имею в виду, что, может быть, триггером стало, потому что... Я не знаю, он так очень талантливый человек, с очень высоким IQ. Это всегда предрасполагает к таким процессам. Горе от Лучше ума. бы он был обычным. Вот, Василий, расскажите, есть такое представление, что к наркологу нужно обращаться уже в какой-то крайней стадии. Как на самом деле обстоит дело, и вот на каком этапе можно прийти? Вот, допустим, там, я хочу бросить курить, не курю 2 месяца, но вот сорвалась, например. Это считается поводом? И обязательно ли о том, что я обратилась или кто-то к наркологу, узнают сразу все и на работе, и меня заклеймят? Во-первых, подобная помощь абсолютно анонимная. Что значит все? Что нарколог даст объявление в газету? Гражданка Петрова Красную после карточку мне двухмесячной выдаст. абстиненции сорвалась и выкурила бычок в туалете. Как это вообще будет выглядеть? Никто не заинтересован в утечке медицинской информации. Более того, это преступление. Разглашение тайны медицинской. У врача будут последствия. Сумасшедших нет. Есть коммерческая медицина, там все покрыто, так сказать, темными водами. Есть государственное платное отделение. Та же самая история. На учет, как правило, попадают по дуре. Уже допились до делирия, попали в государственную больницу. Какое-то автонарушение, еще что-то, попали в поле зрения. Там была проведена экспертиза уже тогда. Ставят на учет. Люди сами совершают глупости и попадают на учет. Если человек добровольно пришел на анонимную консультацию за А у МС такое помощью... возможно? По МС не уверен. Я с МСом точно не работаю, только с ДМСом. То там это не приветствуется зависимости, тоже понимаете. Поэтому я не исключаю, что какие-то программы есть, просто темой не владею. Ну, анонимно... Ну, то есть не обязательно тебя сразу вносят в черную книжечку? Вообще не вносят. Если ты нормально поговоришь, честно, тебя же не за правонарушение, а ты пришел за помощью. Тут не нужен этот карательный момент. Поэтому не надо придумать. Это все отмазки. Так же, как с подростками. Ой, вся карьера будет загублена, вся жизнь будет загублена, уже там президентом не сможет стать, из автомата стрелять не получится. Я говорю, ну да, если наркоман получит оружие, вам всем легче станет. Или сядет за руль в состоянии интоксикации. Вы себе спасибо скажете, что вы его покрывали? Вам нравятся вот эти истории, когда 2-3 раздавил насмерть или там с ножиком побегал? Ну, как правило, за этим стоят родственники, которые отмазывают до той стадии, когда ситуация выходит из-под контроля. А вы относите, вот просто по нашей беседе я до конца не понимаю, вы относите зависимость к такой же болезни, как, я не знаю, там, проблемы с сердцем, там, я не знаю, простуда или еще что-то? Или все-таки вы списываете это на личный выбор человека, что априори делает его каким-то вот плохим?
не социально ответственным. Слушайте, вы столько ярлыков навешали. Личный выбор, который делает его относительно плохим. Если вы посмотрите там «Серебряный век», где спился Есенин, все прочие, Булгаков, и да, это можно их назвать плохими людьми? Вы называете их больными? Как торчал Конан Дойль, и как он в «Шерлоке» вкусно описал вот эти уколы опиума и все остальное. Даже если у человека есть наркотическая зависимость, он не является плохим или хорошим на основании этого. Да? Все-таки нужно делать какие-то поступки, и даже мы в поступках оцениваем поступок, а не человека. Нам надо анализировать обстоятельства, мотивы, все остальное, даже убийство при определенных обстоятельствах можно оправдать. Человек защищал свою семью на своей территории, да, он убил, но он попал в такой контекст, когда других вариантов не осталось. Поэтому никакой эмоциональной вовлеченности, никаких оценок. Мы работаем с болезнью. Вот то, что сейчас имеется, это проявление болезни. Я не сомневаюсь, что каждая личность уникальная с набором своих очень хороших качеств, но под действием болезни они уходят на второй план. Как только мы потихонечку болезнь убираем из истории, ты смотришь, как человек расцветает, сколько в нем моментов, на которые можно опереться. А мне кажется, я вообще знаю, с чего это начиналось. То есть мы в моем счастливом детстве в детском саду чокались газировкой. Это было. И то есть такое впечатление, что это вот какой-то синоним взрослости. Вот сейчас уже молодежь меньше курит, они, что называется, парят, но это, мне кажется, еще страшнее, потому что там жидкость легких потом находит. Ну, в общем, мы узнаем эффект от этих курелок, конечно, через несколько лет. Да, все понятно. Заболевания, ассоциируемые с вейпом, попкорновое легкое, все уже описано. В общем, это очень трагический финал. То есть все, что дает курение, плюс отдельные группы, что дают эти девайсы. Все будет то же самое. Онкологический риск, сердечно-сосудистые заболевания, передозировки никотином, потому что солевой никотин не вызывает удар по гортани, ты можешь парить с утра до вечера. Вот эти случаи, когда дети попадают с острыми передозировками, кто-то укурился до смерти, мы все это знаем. Просто опять требуется волевое решение, очень жесткое. И вот здесь я про что изначально вела мысль, что как будто бы в начале, на каком-то этапе в детстве, это синоним взрослости. И тут мы понимаем, что, безусловно, все идет из семьи. Но не в детском саду, где чокаются. В детском саду они тупо повторяют за взрослыми. Да. Ну, это все равно дальше это идет культура, там, я не знаю, студенческий посвят, когда проходил без алкоголя. Это же, в принципе, причинно-следственная связь. Лучше эти времена не вспоминать. Мы выжили, мы молодцы. И теперь вот говорим о том, что, ребята, пожалуйста, берегите свое здоровье. Я к тому, что как тогда воспитывать детей? Я абсолютно не сторонник того, что вот пусть он лучше дома покурит, я ему дам сигарету, там я ему пивка налью, он поймет, не в подъезде. Какие вы можете советы дать? Знаете, самое хорошее выражение, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Если родители курят и рассказывают, что это плохо, умножайте на 0. Если вот эти все ритуалы, праздничное пьянство, обжорство, отсутствие каких-то спортивных увлечений, я не знаю, совместных прогулок, так же, как с гаджетами. Вот ко мне приходит ребенок, гаджетоман. Выхожу в коридор, сидит вся семья. В кого это он такой? Кто ему купил телефон? Кто не может цифровую гигиену дома навести? Все дружно сидят в телефонах, даже поесть без телефонов не может. С чего ребенок будет другой? Вы себя воспитаете, если вы бухаете, и какую еще установку дают родители? Вот станешь взрослым, то есть критерий взрослости – начать бухать. Выйти из дома, чтобы тебя не видели, прибиться к компании, с ними выпить, все, я взрослые. Там толпа этих взрослых, которые взрослость будет выражаться, кто больше выпьет, кто добудет, кто какой-то трэш в пьяном виде совершит и получит эти баллы внутри компании, поднимет свой статус. Добро пожаловать. Улица плюс родители. Мне еще нравится вот эта вот история про то, что ну чтобы дома был в 10. Так, да. Слушайте, до 10 он успеет протрезветь. Все будет. Вот какие советы родителям? Как правильно, может быть, если ты видишь, например, что
твой подросток, ребенок пришел с каким-то подозрительно стеклянным взглядом, Тест на наркотики. и что потом Сейчас туда, кстати, жесткий скандал? И на алкоголь входит, Сразу и в на наркологичку никотин. отправляем ребенка? Или как мы поступаем? Очень просто. Проводится беседа. Ты пришел в состояние измененного сознания. Я не хочу, чтобы у меня был наркоман, алкоголик. Пока твоя репутация пострадала, каждую неделю мы будем делать тест. Если выявится, что это система, значит, поедем в наркологическую клинику. Я тебя поставлю на учет, я тебе организую максимум последствий. Не вот это кручение жопой, повлияет на будущее, скрывать до последнего, выкупать, пока от передозировки не помрет. Или не привезут в психозе, и тогда уже действительно на все учеты попадет, на все остальное. Не обязательно ставить на учет, можно просто попугать. Но вот если в моменте, когда выявлено, еще пока нет вот глубокой погруженности, а последствия максимально тяжелые, со скандалом, с лишением денег, с жесткими наездами. Мы все собачки Павлова. В голове отложится, что это очень дорогая цена вот этого увлечения, и точно надо сильно думать, чтобы это делать. Пока 18 лет не стукнуло, вы ответственны, не отказывайтесь от своих родительских функций, не отдавайте ребенка на воспитание улицы, дайте максимум. Первое, своим примером, здоровой обстановкой в семье, где это не поощряется, где есть какие-то увлечения, совместная деятельность, где все в курсе бед друг друга, что-то случилось не так, обязательно надо выяснять. Много спит, мало спит, много ест, мало ест, странные глаза, все, что-то новое появляется, надо быть со своим ребенком на одной волне, разбираться, что с ним происходит, потому что эти суицидальные группы и все эти зацеперы, сейчас эти еще фури присоединились, меховые извращуги, еще чего-то, вся эта дурь прилипает на раз-два. Под носом у родителей, как правило, приведут, ой, мы выявили. Потом начинаешь разговаривать без родителей, уже несколько лет у них под носом, замечательно, уже с хорошими дозировками, совсем. Главное, правильную картинку показывать. Покушал, шапку надел, в 10 буду дома. Поел. Да. Поел обязательно. Но вот мне интересно, то есть насколько нужно быть жестким? Это должен быть спокойный диалог при первом прецеденте? Или вот как многие хватаются за ремень, за полотенце? Ну, за ремень – это что-нибудь? вообще не конструктивное насилие. Когда детей бьют, я всегда говорю, ну, во-первых, вы травмируете ребенка, калечите, вы признаете свое бессилие, что кроме как вот путем физического давления вопрос решить невозможно. Но есть самый приятный момент. В какой-то момент вы одряхлеете, он станет сильнее. Опасно. А вы его научили, как все вопросы закрывать, поэтому готовьтесь. Не надо, это тупиковая история. Если ребенок действительно как-то вот в этой привычке не готов идти на сотрудничество, можно градус поднять. Если санкции обещаны, договоренность получена и приступают к действиям, передавливать не стоит. Если вы досмотрели до этого момента, то рискну предположить, что ролик вам понравился, ну и как минимум показался полезным. Поэтому я категорически вас призываю подписываться, потому что таких роликов здесь будет еще огромное количество. И обязательно необходимо спуститься в комментарии и написать, какие темы вам интересны, каких экспертов вы хотите видеть. Потому что только на этом канале экспертиза настоящих профессионалов, без каких-либо фейков, без инфо-цыганства, только короткое и по существу.